Приветствую, дорогие друзья! Продолжаем вязать нашего змея Тихона. И сейчас будем вязать глазки. Понадобится черная, белая ниточка. Начинаем вязание черной ниточкой. Это будут зрачки. Первый ряд. 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Глазки я вяжу методом крестики, чтобы глазки были более плотные. То есть при вязании таким методом полотно получается такое более плотненькое и меньше по размеру. Первый столбик, то есть захватываю ниточку вот сверху вниз. Второй столбик. Третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваем колечко. Сейчас я поставлю маркер и будем вязать второй ряд. Поставила маркер. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Вот этот хвостик, как обычно, я ввязываю, чтобы его хорошо закрепить. Первая. Прибавка. Вторая. Прибавка. Третья. Прибавка. И до конца ряда повторяем еще 3 раза. 3 прибавочки делаем. Провязала второй ряд. 12 петелечек. Третий ряд вяжем. 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. 1. Следующую петелечку. Первая. Прибавка. 2. Вторая. Прибавка. И так повторяем до конца ряда еще 4 раза. Провязала третий ряд. 18 петелечек получается. Сейчас будем присоединять белую ниточку. Черная я просто делаю соединительный столбик и отрезаю. Вот, белую ниточку будем присоединять просто так. Здесь, скажем так, уже без заморочек, потому что вот этого стыка его не будет видно. Здесь будет переход закрыт вышивкой. Присоединяем белую ниточку. Вот, закрепляю ее. И теперь вяжем четвертый ряд. 2 столбика без накида, прибавка. И повторяем 6 раз. 2 хвостика вот эти я буду ввязывать. С этой же петелечки начинаем вязание. 1 столбик. Второй столбик. Дальше первая. Прибавка. Снова 1 столбик. Второй столбик. Вторая. Прибавка. И
И так повторяем до конца ряда еще 4 раза. Довязала 4-й ряд, 24 петелечки. 5-й и 6-й ряд вяжем 24 столбика без накида, то есть без убавок, без прибавок, просто столбики без накида. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и так дальше. Встретимся, когда провяжем. Довязала 6-й ряд. Дальше 7-й ряд. Продолжаем. 2 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2. Убавочки вот за передние полупетелечки и крючком ниточку снизу поддеваем, как обычно. 1, 2 за полупетелечки и снизу. Это у нас уже 3-я будет убавочка. И до конца ряда еще 3 раза так повторяем. Провязали 7-й ряд, 18 петелечек. 8-й ряд, 1 столбик без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1 столбик, 1-я убавочка, 1 столбик, 2-я убавочка. И так продолжаем до конца ряда. Повторяем еще 4 раза. Провязала 8-й ряд, 12 петелечек получается. Сейчас я наполню холофайбером и затем уже буду вязать 9-й последний ряд. Вот так получается. Ну, после следующего ряда я наполню еще плотнее. Итак, 9-й ряд. Вяжем 6 убавочек. Просто подхватываю за полупетелечки. 1-я убавка. 2-я убавочка. 3-я убавочка. И так повторяем еще 3 раза. Провязала 9-й ряд. Сейчас маркер я вытяну. Вот сюда я еще с помощью ножничек наполню холофайбером. Вот, чтобы глазик был достаточно плотненький. Сейчас вот, чтобы ниточки не мешали. И вот так вот наполняем столько, сколько необходимо, чтобы форма была круглая. Вот таким образом. Потом вот это отверстие стянем. Ну, сейчас я еще наполню холофайбером и потом покажу, как стянуть. Наполнила глазик. Вот такой шарик получился. И теперь ниточку вот эту я оставляю для пришивания. И стяну отверстие. Вот так вот. Через каждую петелечку просто протяну. Вот так.
последнюю. Вот, стягиваем. Один глазик готов. Вяжем точно такой второй. Связала 2 глазика. Это не одинаковые по размеру. Сейчас будем вышивать. Для вышивки нам понадобится вот эти 2 зеленые ниточки, ну или какие вы используете, и беленькие для бликов. Заправила зеленую ниточку, темно-зеленую, завязываем узелок и вывожу иголочку. То есть вот здесь у нас, например, был переход с черной на белую ниточку. Я напротив начинаю приблизительно и вывожу иголочку вот здесь, где уже такой полный ряд кругленький, черный. То есть за ним вот эти получается как звездочкой и уже за один ровненький ряд вывожу. Сейчас здесь узелок получился. Вот так. И вышиваем таким способом. Один длинный стежок будет, один коротенький. Я прикреплю подсказочку. Вот здесь ссылочка будет, кому интересно, как данная вышивка выглядит на больших глазах у дракона, которого вязали дракон в худи. Если интересно, можете перейти посмотреть. Итак, длинный стежок, один ряд черный и 1-2 белых будет. Вот такой вот длинный стежочек. Выводим сюда. Не затягиваем ниточку. Покороче будет вот здесь, за белым, вот здесь, за вот этой звездочкой. То есть за один белый ряд. А здесь вот под черный ряд. И вот так вот по кругу вышиваем. Снова один ряд вот этот большой стежочек. Вот один коротенький. И так продолжаем вязать по кругу. Вот так получается. Еще один покажу. Вот один длинный. И один короткий. Вот здесь. Вот так получается. И провязываем по кругу. Вот здесь, где будет переход, просто откорректируйте, чтобы был ровненький переход у вас. И когда сюда подойду, в принципе, я вам покажу, как я делаю. Вот подхожу уже к переходу к этому и смотрю, просто сохраняя рисунок. Вышиваю вот так. Вот.
покороче. Вытягиваем. Снова один длинный. Один покороче. И так снова продолжаем вязать. Вот будет длинный. И коротенький. И так продолжаем до конца ряда. Здесь вот это место закроется потом еще светло-зелененьким. Вот так. Вот я уже подхожу к началу вышивки и 2 последних стежка делаю. Вот один. И который поменьше, второй. И ниточку я вывожу уже вот сюда. Вот такой глазик получился. Роговица. Здесь ниточку закрепляю. Хотя она и так хорошо держится. И вот здесь вот так вот спрячу туда вовнутрь. Что гладик мы будем пришивать. Вот этой части не будет видно, вернее. Вот так и обрезаю. Вот. Теперь заправляем светло-зеленую ниточку. Заправила тоже в одну ниточку. Выводим, в принципе, в любом месте. Вот. И в том же ряду, там, где и зеленые мы вышивали. Вышиваю я таким образом, то есть делаю стежочек рядом. Можете выбрать или за, или перед вот этим длинным стежком. То есть не четко посередине, а просто рядышком. Такой же длинный стежок делаем. Вот, и выводим в том же ряду, что и темно-зеленые вязали, вышивали, вернее. Вот так вот. И у вас будет получаться вот здесь просто рядышком. Вот я вышиваю за темно-зелеными вот этими длинные стежочки. Вот так вот. Вот просто рядышком. Сюда и сюда выводим. Вот так. Не затягиваем вышивку. Следующий. И вот таким способом вяжем по кругу до конца. Вот здесь, если тоже у вас вдруг получится где-то пробел, можете 2 рядом сделать или одну длинную, одну коротенькую. То есть это уже по желанию, как больше нравится, как хотите.
Встретимся, когда закончим, когда я вышивку эту уже завершу. Покажу, как получается. Вот такой гладик получается. У меня остался уже последний стежок. Я делаю его сюда и вывожу вот здесь назад. И то же самое закрепляю, делаю узелочек, немного прячу его вот здесь и ниточку обрежу. Вот так выглядит. Сейчас заправляем белую ниточку и сделаем блики. Взяла иголочку потоньше для вышивки бликов и заправила белую ниточку. Итак, один блик будет поменьше, один побольше. Вот, вывожу иголочку вот сюда. Вот так. И делаем буквально пару стежков. Один. И второй. Вот сюда. Сюда выведу, чтобы было удобнее. Вот это, который поменьше. И теперь сюда же вставляем, а выводим вот здесь чуть-чуть пониже. И сделаем этот блик пошире. И 3 стежка. Верхний маленький 2 стежка, а этот будет 3. Вот так. Вот сюда. Вот так. Это 1. Это 2. Чуть-чуть поменьше. То есть тут, в принципе, как вам больше нравится, можно делать. Можно вообще 1 сделать, тоже будет хорошо смотреться. Вот 2. И я между ними сделаю вот так вот 3. И выведу сразу иголочку уже вот сюда. Вот так. Вот сюда. И подтяну. И вот так получается. Здесь ниточку я закрепляю и делаю узелочек и точно так же отрежу. Вот. Вот такой глазик получился. Делаем 2 точно так же. Вот такие 2 глазика получились. Теперь будем вязать веки.
Веки я вяжу тоже вот этой ниточкой кофейного цвета. Вот так выглядят они. Первый ряд набираем 17 воздушных петелечек. Набираем начальную. Один, два, три, четыре, пять. Набрала 17 петелечек. Со второй петелечки от крючка вяжем 16 столбиков без накида. Вяжу я тоже методом крестики, то есть ниточку я захватываю сверху крючком. Один. Вот таким образом. Два. Три. 4 в каждую полупетелечку. Продолжаем. 15 и последняя 16. Поворот. Дальше второй ряд. Со второй петелечки вяжем 14 столбиков без накида, то есть воздушную петлю не делаем, петлю подъема, а сразу со второй петелечки. Вот одна, вот вторая. Со второй петелечки 14 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 13, 14. А в последнюю петелечку делаем просто, сейчас вот 14, последнюю петелечку делаем просто соединительный столбик. Поворот. Снова петлю подъема не делаем. И со второй петелечки, не считая соединительный столбик, вяжем 12 столбиков без накида. То есть вот этот соединительный не считаем, одну пропускаем, и вот со второй петелечки вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем. 11, 12. И заканчиваем ряд соединительным столбиком. Последнюю петелечку. Поворот. Четвертый ряд вяжем то же самое, не считая соединительного столбика. Со второй петелечки уже 10 столбиков без накида. Соединительный не считаем, последний 1, и вот со второй петелечки вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 9, 10. В последнюю петелечку вяжем соединительный столбик. Поворот. То же самое, соединительный не считаем, одну пропускаем. Со следующей петелечки 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В следующую делаем соединительный столбик. Поворот.
То же самое теперь соединительный не считаем, одну пропускаем, со следующей 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительный столбик, поворот. И последний ряд то же самое, соединительный не считаем, одну пропускаем, 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и соединительный столбик. Вот такое веко получается. Сейчас его необходимо обвязать столбиками без накида. В угловые делаем по 3 столбика без накида, чтобы был уголочек. То есть вот прямо отсюда вяжем без поворотов, просто обвязываем по краю аккуратненько столбиками без накида. Вот так. Вот сюда в угловую. 1. Здесь можно обвязывать и так захватывать. 2, как удобно. 3, чтобы был уголочек. И уже со следующей продолжаем вязать здесь. И вот этот хвостик я ввязываю здесь в каждую полупетелечку оставшуюся нашей цепочки, которую в начале набирали. И вот таким образом обвязываем. Вот здесь идем до конца, до уголочка. Здесь 3 столбика без накида. Вот здесь и доходим вот сюда, где начинали ниточку. Делаем соединительный столбик и обрезаем. Вот я доделала обвязку. Ниточку оставила достаточно длинную для пришивания. Потом будем пришивать. И вот так будет выглядеть глазик. Вяжем 2 такие детали. Еще одно веко. Связала 2 века. Вот так выглядят. Теперь будем вязать шапочку. Взяла оранжевую ниточку. Теперь набираем 21 воздушную петлю. Начальная петелечка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрала 21 воздушную петелечку. Дальше со второй петли от крючка, это второй ряд, вяжем 15 столбиков без накида. Обычным способом, галочками. 1, 2, 3, 4 за каждую полупетелечку. Продолжаем. 13, 14, 15. Затем соединительный столбик. И поворот.
С этого момента вяжем только за задние петелечки. В начале каждого ряда делаем воздушную петлю, петлю подъема, и начинаем вязание. Это будет уже 16 столбиков без накида. То есть сделали петлю подъема, и вот в соединительный столбик мы начинаем. И вяжем вниз 16 столбиков без накида. 1, 2, 3 за задние полупетелечки, 4, 5, продолжаем, 13, 14, 15 и 16 в последнюю петелечку. Поворот, воздушная петля подъема, и вяжем 16 столбиков без накида вот сюда вверх. 1, 2, 3 за задние полупетель. Продолжаем. 14, 15, 16. Теперь вяжем 1 столбик без накида в следующую петелечку по цепочке, которая у нас свободная, и соединительный столбик в следующую. Поворот, воздушная петелечка, и теперь вниз провязываем 18 столбиков без накида, начиная с вот этой соединительной петелечки. 1, 2, 3, продолжаем, 16, 17, 18, поворот, петля подъема, воздушная петелечка, и снова вяжем 18 столбиков без накида вот сюда вверх. 1, 2, 3, 4, продолжаем, 16, 17, 18, следующую петелечку свободную, полупетелечку, вот эту по воздушной цепочке, делаем столбик без накида и соединительный столбик в последнюю. То есть у нас уже воздушная цепочка закончилась. Поворот, воздушная петля, и вниз вяжем 20 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, продолжаем, 17, 18, 19, 20. Это мы закончили один клин шапочки. Дальше мы снова, вот у нас 20 готовых петелечек есть, и дальше мы повторяем со второго ряда. То есть снова мы вяжем 15 и соединительный столбик, затем возвращаемся 16,
Сюда вяжем 16 плюс столбик без накида плюс соединительный столбик. Возвращаемся 18 и так дальше, пока снова доберемся до 20. Сейчас я покажу, чтобы не запутать вас. И принцип, когда вы поймете, она в принципе вяжется очень просто. Вот, вяжем 1, сделала воздушную петелечку в начале, 2, 3, то есть сейчас мы повторяем второй ряд, 4, продолжаем, 13, 14, 15, соединительный столбик, поворот, воздушная петелечка и вниз вяжем уже 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, продолжаем, 14, 15, 16, поворот, воздушная петелечка, снова вяжем сюда наверх 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, продолжаем, 14, 15, 16. Теперь делаем все за заднюю петелечку, столбик без накида и соединительный столбик, поворот, воздушная петля и вниз уже провязываем 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, продолжаем, 16, 17, 18, поворот, воздушная петелечка, петля подъема и сюда вяжем 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, продолжаем, 16, 17, 18 и по цепочке вот этой, вернее, это уже не по цепочке, а по вот этой, где мы набирали 20 петелечек, уже провязывали 20 столбиков без накида, вяжем столбик без накида и в последнюю петелечку соединительный столбик. Вниз мы уже провязываем поворот, воздушная петля, 20 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, продолжаем, 18, 19 и 20. Таким образом мы провязали уже 2 клинышка. Всего я их провязывала или 9, или 10. Я себе не пометила, я уже провяжу и скажу, сколько у меня получилось. Вы же можете варьировать, то есть любое количество провязать, какое вам нравится. Эту шапочку можно и на куколку какую-нибудь связать, то есть по ширине просто уже регулируете.
И теперь снова получается у нас 20 петелечек. Со второго ряда повторяем схему. Набираем 15 соединительный столбик, 16 обратно. Ну, в общем, и так дальше. Я надеюсь, принцип понятен. Вот, я провяжу, покажу, как получается, и скажу, сколько клинышков я провязала. До встречи. Решила еще показать, как выглядят 4 провязанных клинышка. Вот так. Буду продолжать. Провязала 10 клиньев. Вот. И сейчас буду сшивать. Последнее я сделала воздушную петелечку, чтобы закрепить ниточку. Оставляю для сшивания. Сейчас продену в иголочку и покажу, как я сшиваю. Вот. Теперь необходимо определиться, какая сторона будет лицевой. Они очень похожи. Разница только в том, что с одной стороны вот такие вот пумпочки, а другая сторона здесь вот более гладко. Мне нравится больше, чтобы вот эта сторона была лицевая. Поэтому я сейчас складываю вот так вот, выворачиваю на изнаночную сторону и буду сшивать за задние полупетелечки. То есть вот здесь получается, если мы смотрим на вот этот вот край, вот за задние полупетелечки, которые дальше от меня. Вот сюда ввожу ниточку. И вот здесь то же самое за задние полупетелечки, которые дальше от меня. И вот так я буду сшивать за каждую полупетелечку. Вот передняя. Сейчас фокусируется. Вот передняя, а мне нужно за заднюю. Вот так. И вот так до конца сшиваем. Сейчас еще пару стежков сделаем. Потом, когда вывернем, видите, будет практически незаметен вот этот шов. То есть вот эти рубчик вот этот, он как шел сюда, так и будет продолжаться. Вот, сшиваем таким образом вот сюда до края и встретимся. Вот я подхожу сюда к краю. Дошиваю здесь. Еще пару стежков. Последний. Вот так получается. И теперь необходимо стянуть вот это отверстие. Сначала я сделаю закрепочку здесь. Вот такую. И теперь необходимо стянуть вот это отверстие. Для этого просто продеваю вот так вот. Все вот эти складочки.
так по кругу. Вот сюда. И хорошо стягиваем. Хорошо стянули, чтобы отверстие не оставалось. И делаем закрепочку. Сейчас еще хорошо здесь подтяну. И закрепляем. И вот такая шапочка получается. Здесь можно, если что, еще сейчас вот так вот подтяну. С одной стороны и вот так с другой стороны, чтобы еще лучше закрепить. Здесь завязываем на узелочек. На изнаночной стороне. И с помощью иголочки прячем вот сюда в швы ниточки. И вот так вот получается. Делаем подворотик. И шапочка готова. Будет вот такая. Можно сделать 9 клинышков. Тогда она будет немножко острее. Это по желанию, как вам больше нравится. Сейчас мы с вами свяжем очки. Взяла черную ниточку. Необходимо набрать 50 воздушных петель. Основная ниточка, петелечка. И набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продолжаем. 49, 50. Теперь, начиная со второй петелечки, второй ряд, вяжем 23 столбика без накида со второй петелечки. Вяжу тоже методом крестики. 1, 2, 3 в каждую полупетелечку. Продолжаем. 21, 22, 23. Поворот. Дальше воздушная петля, петля подъема. И вяжем 10 столбиков без накида. Это третий ряд. С первой петелечки. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 и соединительный столбик. Сейчас еще раз. Соединительный. Поворот. 4-й ряд. Без воздушной петли мы не делаем петлю подъема. И не считая соединительный столбик, с первой вяжем 9 столбиков без накида. То есть вот эту соединительную первую мы не считаем. Вот. И вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в последнюю петелечку соединительный столбик. Провязали 4-й ряд, поворот. Снова не делаем петлю подъема и не считая соединительный столбик. Вяжем со следующей 8 столбиков без накида. Соединительный не считаем. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а в последнюю делаем соединительный столбик, поворот. Последний ряд то же самое, не без петли подъема, не считая соединительный столбик, вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и соединительный столбик. Делаем закрепочку и отрезаем ниточку. Провязали. Вот одна сторона уже есть. Вторую сторону вяжем таким образом. То есть сейчас мы будем начинать тоже с края и повторяем абсолютно все те же самые ряды. Вот. Главное, чтобы у вас не перекрутилась вот эта цепочка. Поэтому в первую петелечку присоединяем ниточку. Вот эти все хвостики потом спрячем с помощью иголочки. Вот сейчас присоединяем. Так. И вяжем. То есть повторяем со 2 по 6 ряд. Начиная с этой же петелечки нам необходимо провязать 23 столбика без накида. И вот этот хвостик я вяжу. Вот этот потом спрячу с помощью иголочки, чтобы не было сильно плотного здесь краюшка. Вот, начиная с этой же петелечки. 1 в каждую полупетелечку
Надеюсь, на камеру видно. Черный цвет, конечно, такой. 2, 3. И так дальше вяжем 23 столбика без накида. Продолжаем. 22, 23. Вот у нас все на одной стороне. Провязали, поворот. И теперь третий ряд, воздушная петля, 10 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, соединительный столбик, поворот, и продолжаем, то есть повторяем уже как мы вязали и эту сторону. Вяжем 4, 5 и 6 ряд точно так же. Провязала. Вот все абсолютно одинаково. Так вот складываем. Вот. И по длине все четко сходится. Теперь с помощью иголочки прячем вот эти хвостики. Вот этот хвостик я прячу вот сюда, в эту сторону. Этот хвостик я прячу тоже вот сюда, вовнутрь. Ну и этот хвостик тоже прячем вот сюда. И встретимся, будем делать обвязку. Спрятала ниточки. И теперь необходимо сделать обвязку просто соединительными столбиками по кругу, начиная от края дужки. То есть начнем и полностью вот так вот в круговую по краю соединительными столбиками. Я буду использовать темно-коричневую ниточку. Итак, присоединяю коричневую ниточку вот сюда, в край дужки. Так. Вот этот хвостик я немного ввяжу и делаю соединительные столбики. Сначала этот хвостик вверху здесь, то есть над крючком будет. Вот так, не затягивая вязание. Теперь вот сюда под крючком. Следующую петелечку, хвостик над крючком. Вот так. Следующую под крючком. И таким образом он с изнаночной стороны будет хорошо вязан. Снова над крючком. И последний закрепим его под крючком. И таким образом просто обвязываем вокруг.
Вот так в каждую петелечку, не затягивая. Вот так обвязываем. Вот с изнанки. По кругу. Я провяжу и встретимся, покажу, как выглядит. Вот еще хочу показать. Обвязываю именно вот эти как бы стеклышки я под косичку. То есть не за полупетелечки, так как мы здесь будем еще вышивку делать. Вот под косичку. Так. Потому что если сделать за полупетелечки задние, то тогда вот этого нижнего края его может быть не очень хорошо видно будет. Вот. И так продолжаем провязывать до конца. А по дужкам вот этим и вот здесь перепоночки, это я вяжу за полупетелечки оставшиеся. Встретимся, когда все провяжем. Обвязала очки, оставила длинную ниточку потом для пришивания их. И вот здесь сейчас мы сделаем вышивку, и когда будем переходить с одной стороны на другую, мы вот так вот выровняем очки. Итак, заправляю черную ниточку в иголочку и будем делать вышивку. Заправила ниточку в одну. И теперь будем вышивать. Вышиваю я только вот эти вот стеклышки, назовем их так, для того, чтобы лучше держали форму, ну и были более такой выпуклой формы. И просто стежочками, не затягивая, делаем вот такую вышивку. Вот так. От обвязки нижней до верхней. Не затягиваю. И таким образом вышиваем полностью все вот это стеклышко. То есть, когда дойдем вот сюда, встретимся с вами. Делаю последний стежок. С этой стороны. И теперь вставляю иголочку вот сюда. Сюда сделаю закрепочку, чтобы не стянулась вышивка. И теперь вывожу вот сюда, прям с торца. Вот так. И протягиваю вот по вот этой перепоночке. Вот так. То есть тут вот пропускаю место по перепоночке, по серединке.
чтобы подтянуть. Вот так. И точно так же эту ниточку вставляю с торца вот сюда. И вывожу. Вот когда мы подтянем, подтягиваем, и очки выравниваются. Вот так. Теперь делаем закрепочку вот здесь. Еще раз подтяну. Закрепочка. И точно так же продолжаю вышивать с этой стороны. Делаю вот эту вышивку. Довышивала, ниточку закрепила и прячу теперь в середину дужки. Остаток, хвостик, который не нужен, просто аккуратненько отрежу. Вот так. На изнанке. И вот такие очки получились. Ну что ж, у нас готовы все детали для сборки. Осталось нам сделать только утяжку мордочки и все пришить. Поэтому в следующем видео оно будет завершающее. Мы все это и сделаем. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, все было понятно и мастер-класс вам понравился. Пишите, пожалуйста, комментарии, если вдруг остались вопросы. Обязательно все разберем. Еще раз огромная всем благодарность, вдохновения, удачи, всего самого наилучшего. До встречи. Пока-пока.